Девушка с длинными, прекрасными, можно даже сказать, замечательного качества волосами приходит к мастеру вот с таким референсом. Очень крутые. Спрашивали у меня идеальную укладку на лето. Что может быть идеальнее на лето, чем отсутствие укладки? Сейчас в интернете очень много вот этих вот обращений клиентов к мастерам по референсу. Для динозавров объясняю, что такое референс. Дословно в переводе означает отсылка, ориентир. Ну, то есть, по-нашему, это пример того, что ты хочешь, чтобы тебе сделал мастер. Раньше мы это называли то, что вы хотите. То есть клиент приходит, показывает фотографию, хочу вот это, сделайте мне вот это. А сейчас это называется, клиент приходит с референсом, показывает его, и мастер, пожалуйста, будь добр, сделай это. И вот давайте посмотрим на то, как референсы и реальные результаты, мягко говоря, не совпадают. Я думал, надо, не надо, 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 надо. В итоге я их купил. Очень крутые. Боже мой, дай мне сила. Просто дай мне сил пережить все это. У меня один вопрос. Мне это все за что? За какие мои грехи мне вот это вот? Почему женщина-парикмахер подумала, что мне не 23, а где-то 58? В какой момент я намекнула ей на то, что я хочу у себя на голове видеть вот это? Просто вот это. Ай-яй-яй-яй. Боже мой, боже, боже. Это тоже большой талант, так ушатать волосы. Обращаюсь к мастерам и к клиентам в том числе, потому что на моем канале достаточно много людей, которые не мастера. Так вот, я хочу вам объяснить, что же здесь произошло. Начнем с типа волос. Что за тип волос? Потому что это очень важно. Мы стрижку подбираем не только по форме лица, но еще и по тип волос. У нее форма лица прекрасная, замечательная. Здесь никаких коррекций не нужно. Молодая, симпатичная. В принципе, замечательный был образ до этого. Что ей стукнуло в голову прийти и принести вот эти референсы? Давайте немножко по референсам пройдемся. Первый референс, который она принесла, в принципе, здесь что у нас? Челка-шторка и каскад. Он у меня есть на канале. Здесь вот небольшая лесенка. Если близко посмотреть, то просто здесь вот чуть-чуть есть лесенка. Честно сказать, если бы ко мне пришел этот клиент, я бы, конечно, другой формат выбрала. Второй референс. Здесь немного короче челка и, в принципе, сама стрижка короче. Ну как немного? Челка реально здесь гораздо короче и не такая глубокая, как на первом референсе, потому что здесь нужно уметь читать стрижки. Если мастер не умеет читать стрижки, он никогда не поймет вот эти тонкости. Я уверена, что для многих вот эти два референса это одно и то же. На самом деле челки здесь разные. Хорошо, третий референс. На третьем референсе каскад. Конкретный градуированный каскад. Волосы раскрываются в слоях. Поэтому здесь вообще другая стрижка. И четвертый референс. Вот это самая была большая ошибка, которую девушка принесла своему мастеру, потому что она сделала вам именно то, что изображено на четвертом референсе. Разница лишь в чем? Разница лишь в том, что у четвертой девушки волосы густые-пригустые, на плойку или на бигуди даже накручены. Давайте еще раз посмотрим, что в итоге. Боже мой, дай мне сила. Просто дай мне сил пережить все это. Посмотрите, как может сработать стрижка в минус. Честно, мне искренне жаль эту девушку, потому что отрастить теперь эти волосы до той длины, которая у нее была, около 4 лет. Да, капец.
Это уму непостижимо. Огромнейший совет мастерам. Во-первых, если вы не умеете читать стрижки по фотографиям, то есть вы не можете разложить все это по полочкам, если тут каскад, нет тут каскада, если тут какие-то слои, лесенки, какой глубины челка, какой тип волос. Если вы этого не умеете делать, признайтесь честно, не портите людям жизнь. Это она смеется сейчас на камеру, потому что она, возможно, блогер, там снимается, реакцию какую-то хочет получить. Но я почти уверена, что после съемки она смотрит на себя в зеркало и ахает от этого. И она прекрасно понимает, что ей столько лет теперь это все отращивать. Сколько она будет вспоминать еще этот опыт. Капец. Посмотрите, как на самом деле кардинально меняется человек с другой стрижкой. Причем с какой стрижкой? Я на своем канале эту стрижку постоянно хейтю, потому что это отвратительный вариант каскада. Самый несуразный, убийственный для волос, самый непрезентабельный, самый несовременный, а-ля 90-е. Вопрос к мастеру, конечно, когда она себе нарисовала в голове, что она будет делать эту стрижку, она могла ее примерить на данную девушку. Ведь девушка реально молодая, симпатичная девчонка, прям девчонка. Ей косички надо заплетать из ее волос, но никак не вот этот каскад. Это самый отвратительный каскад из всех каскадов, который может быть. Этот каскад, он пришел к нам в 80-е, в 90-е годы вместе с популярными какими-то там персонажами из фильмов. Даже помню, этот каскад был точно, вспомнила, в фильме «Близнецы», где Арнольд Шварценеггер играет и маленький этот актер Дэнни Девито, по-моему. Его как раз-таки дама сердца была вот с таким каскадом. Поэтому я, в принципе, не удивляюсь этому результату, потому что 4-й референс, он именно из этой области. Это каскад. Никогда не вздумайте его делать, иначе получите вот эту красоту. Какие тут могут быть рекомендации? Единственная рекомендация этой девушки, форма лица у нее такая, что ей вообще не будут идти короткие стрижки. Если вы вдруг меня видите, девушка, вдруг вы смотрите этот обзор, что бы я вам рекомендовала? По форме лица вы не попадаете под эту категорию стрижек на средние даже волосы. До самого первого проявления какого-то птоза на лице вам нужно носить длинные волосы, потому что ваша форма лица, она определенно требует прямых линий у лица. Если вообще, в принципе, смотреть в сторону челки для таких волос и для такой формы лица, то здесь действительно уместна была бы челка отдельно абсолютно от длины волос. Не средняя длина, даже не вот такая длина здесь была бы неуместна. Чем длиннее волосы, тем будет лучше. А челка, да, челку-шторку можно было бы сделать. Если бы ко мне пришел клиент с такими запросами, я бы 3 последних референса однозначно бы отмела, потому что по типу волос здесь вообще это все не подходит. Первый референс может быть, но я бы оставила длину больше. Основная масса волос, чтобы была длиннее, чем на фотографии, потому что формат данной стрижки подходит для другого типа лица, потому что если посмотреть, что в итоге получилось, посмотрите, открылось лицо, оно стало более круглым каким-то, оно стало реально круглым, благодаря вот этому шарику вокруг лица. Какое здесь резюме? Когда приносите референсы, уточните у мастера, идут ли они вам. Согласуйте этот вопрос с ним, потому что мастер решила из всех этих 4 референсов выбрать самый неподходящий. А волосы жалко, да. И, конечно, должна напомнить, что если вы окрашивание делаете в домашних условиях и хотите получить полный алгоритм окрашивания, начиная от подготовки волос и заканчивая уже как смыть цвет, который вам не понравился, эти все алгоритмы есть у меня на курсе «Салонный блонд дома» и «Салонный русый дома».
«Салонный блонд дома». Там вы найдете ответы на вопросы, как из любого цвета волос выйти в салонный блонд, в том числе и выход из черного в блонд. Я разбираю, как выбрать пудру, как подобрать оксид, чтобы не убить волосы, как выбрать красители. Там я рассказываю на примерах 8 брендов, которые доступны в любой стране. Как создавать разные миксы, как наносить эти составы, потому как у вас нет скорости, как у мастера. Сколько выдерживать на каждом типе волос. Как убрать желтизну, как не допустить зелень, как тонироваться в холодный или теплый блонд. И что делать, если вдруг цвет вам не понравился. А для тех, кто хочет получить салонный русый дома из любого цвета волос, салонный русый дома. Как краситься без рыжины, без затемнения. Как уйти из блонда в русый без зелени. Как смешивать красители, как наносить, чтобы это было все безопасно для волос. И еще одна важная особенность. В каждом направлении по 11 баз. И в первом, и во втором направлении также есть окрашивание седины. Для каждой базы существует свой алгоритм окрашивания. То есть нельзя взять всем показать один алгоритм. Так не работает. Поэтому на просторах интернета огромное количество ошибок, которые люди допускают и в домашнем окрашивании, и даже в салонном окрашивании. Сейчас на все скидки и полезные бонусы. Ссылки в описании и в моем закрепленном комментарии. Я рада вам сообщить, вышла моя долгожданная книга «Код идеальной стрижки. База номер 1». В этой книге я собрала базу самых популярных стрижек из интернета. Стрижки и схемы пошагово, работа с разными типами волос и как подобрать стрижку. Это не просто книга. Помимо самих стрижек, в этой книге масса полезной информации как для мастеров, для новичков, так и для любителей. Как выходить из разных ситуаций, как общаться с клиентами, сотни подсказок и фишек, как добиться идеального результата. Код идеальной стрижки. Новая эра мастерства. Подробности и ссылка под этим видео и в моем закрепленном комментарии. И следите за выпусками, скоро книга по колористике. Напоминаю, что оперативно на ваши вопросы я отвечаю в первый час после выхода нового видео, поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе. Курсы, книги, онлайн-консультации, ссылки в описании и в закрепленном комментарии. И всегда читайте описание, потому как я могу там дополнить тему ролика. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Туда вы можете присылать вопросы со своими фотографиями. Ссылка на него в описании и в закрепленном комментарии. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи, хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.